Приветствую, друзья! Ну и среди значимых обновлений, как не упомянуть о новой версии в прошлом очень известных наушников Kinera и Dun. В своей новой инкарнации модель получила приставку Golden 2.0, причем это все так же гибридная модель, базирующаяся на одном динамическом и двух арматурных излучателях, из которых один от небезызвестной компании Knowles, а второй собственной разработки Kinera. Выглядит модель просто потрясающе, кабель в комплект тоже положили знатный, ну а как она звучит, это вообще отдельная история. Собственно, о них сегодня говорим. Поехали! Приходят наушники в красивой, в то же время достаточно строго оформленной картонной коробке с наименованием модели, полным списком технических характеристик и даже с заводским графиком АЧХ с обратной стороны. Из важного отметим импеданс 32 Ома и чувствительность 112 дБ на милливатт. В комплект нам положили инструкцию, в ней же описана легенда происхождения наименования данной модели, светлый плотный кейс для переноса, два набора силиконовых амбушюр разных цветов и материала, две пары пенок и переходник с 3,5 мм на 6,35 мм. Вообще в наборе должен еще идти балансный штекер 4,4 мм, однако мне не повезло, и данный отсек в моей коробке оказался почему-то пустым. Кабель такой можно, конечно же, докупить отдельно. Выглядит он очень даже неплохо, приятен на ощупь, почти не запутывается. Головка со штекером тут сменная, однако в моем случае разбирать ее нет абсолютно никакого смысла. Аппаратура показала сопротивление общего канала равным 0,185 Ом, а левого и правого 0,258 Ом. Не рекорд, конечно, но вполне себе достойные показатели. Сами чашечки, естественно, раскрашены здесь вручную. Внешняя часть у них напоминает мировое древо с камнем посредине и круто вписанным логотипом в центральную ветвь корня. Внутри же они имеют смешение из голубого и золотого цветов. Компенсационное отверстие привычно уже выведено назад, а звуковод оканчивается двумя отверстиями отдельно от каждого из двух видов излучателей. Соединение тут происходит на стандартных вилочных коннекторах 0,78 мм, что, на мой взгляд, очень даже хорошо. Посадка у наушников прекрасная, как, собственно, и амбушюры, обеспечивающие просто шикарный уровень пассивной звукоизоляции. Вот так вот это все, друзья, и выглядит. По измерениям у нас заметно более длинный относительно нормы импульс, допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 1%, что очень даже неплохо. Фаза ведет себя более-менее естественно, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 78 и 98 миллисекунд с незначительными возмущениями в области низких частот. Разница между амбушюрами, как видите, присутствует, но и она в пределах погрешности измерений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 7 дБ с плавным заходом на середину, выделение области разборчивости с дополнительным пиком на 1,4 кГц, а также пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. В сумме график нам честно довели до заявленных 20 кГц. С изображением на коробке мой результат схож, но разве что где-то в общих чертах. По своему звучанию iDun Golden 2.0 имеют скорее музыкальный характер с крупными сочными образами, интимно приближенной к нам сценой и легким акцентом на нюансах. Слушается это очень комфортно, не откажешь модели и в выразительности. Хотя именно здесь есть один небольшой нюанс. Бледно-розовые насадки из комплекта чуток прижимают этот параметр, еще сильнее уводя звучание в сторону полностью однородного построения аудиополотна. Бас тут заходит достаточно глубоко, имеет хорошо читаемую структуру и легкое подчеркивание. То есть его вот ровно, чтобы обозначить свое присутствие. Отчего общий баланс чуть смещается в сторону высоких частот, но это гарантирует нам лучшее восприятие женского вокала, духовых и струнных инструментов, а также всего многообразия различной перкуссии. Серединка, как я уже упомянул, сверхмелодичная, сочная, с приятной аналоговой теплотой и отличной передачей эмоциональной составляющей трека. Верха нам, конечно, немного притушили, отчего все эти высокочастотные шлейфы и отзвуки, хотя и имеют внушительную продолжительность, но чем дальше, тем больше выходят из фокуса. Впрочем, слушается это довольно естественно, я бы даже сказал эффектно.
Оркестровая и другая мультиинструментальная музыка, естественно, слегка страдает из-за слишком плотной структуры, однако не зря производитель использовал тут целых два разных арматурных драйвера, отчего музыка по деталям неплохо так добирает на верхней половине спектра, тем самым сбалансировав общий характер и расставив по местам все необходимые акценты. Суммарно получается здорово, однако прорисовка сцены в глубину все равно оказалась на достаточно среднем уровне. При этом джазовая, электронная музыка, соул, хип-хоп, регги и блюз звучат, на мой вкус, просто отлично. Для скоростной тяжелой музыки баса тут прямо в самый раз. Неплохой буст получили и партии ритм-гитар. Вокал корректно выделяется из трека, а тарелочки натурально так затухают в пространстве сцены. Тут, если вы ценитель именно музыкального характера звучания, вообще, друзья, не докопаешься. Ну а если вы предпочитаете максимальную прозрачность, нейтральность или упор в техничность, то, конечно, стоит посмотреть на что-то еще. В сравнении героя обзора Стриповина Алина и Танжим Ола, последние модели как раз и оказываются намного техничнее и резче. BQS Autumn кажутся заметно чище, но при этом сцена оказывается от нас на куда более внушительном расстоянии. Да и Weiser Kylin He03D по своему характеру очень сильно отличаются. Намного темнее, жирнее и глубже. В плане источников я бы рекомендовал что-то с одной стороны техничное, а с другой с хорошо подчеркнутыми низкими частотами. Ну или можно просто поднять басы при помощи эквалайзера. Так нам удастся с одной стороны сбалансировать частотный диапазон, изначально имеющий уклон в светлую сторону, и к тому же добавить разборчивости всей нижней половине спектра. На верхах с этим делом и так, друзья, все отлично. В остальном iDune Gold 2.0 отлично отыграют как от чего-то действительно серьезного, стационарного, так и от самых дешевых мобильных ЦАПов с AliExpress. Собственной массы, выразительности и певучести им хватит для абсолютно любого источника. Разве что я бы обходил стороной связку с чем-то прямо сверхмузыкальным, чтобы исключить в этом плане явный перебор. Хотя все зависит от того, что именно вы любите и чего в конечном итоге хотите добиться. Итогом внутриканальные трехдрайверные гибридные наушники Kenera iDune Gold 2.0 лично меня порадовали своим внушительным комплектом с целой кучей амбушюр и модульным кабелем, удобной посадкой и, конечно, довольно интересно настроенным звучанием. С легким уклоном в светлую сторону, приятно приближенной к нам сценой, а также подчеркнутой резкостью и акцентом на деталях. И сравнить мне такой подход просто не с чем. Очередные сверхудачные наушники от широко известного в аудиофилских кругах аудиобренда. Другого от Kenera я, друзья, и не ожидал. Мне очень понравилось. Ну а в связке с ЦАПом Colorfly CDM1 они вообще, друзья, просто сногсшибательны. А на этом у меня все. Это были гибридные, трехдрайверные, внутриканальные наушники от Kenera, модель iDune Gold 2.0. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.